Пожалей, придурок, давай! Да пошел ты, ублюдок! Полотенец нет. Теперь не уйдешь, сукин сын. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Веселые времена в школе Риджмонд 1982 года, беспечные времена в Риджмонд Хай, Fast Time at Ridgemont High, молодежная комедия Эми Хеккерлинг, снятая по мотивам книги University of San Diego High School Кэмерона Кроуа, родившаяся в результате его личных наблюдений за буднями старшеклассников Лос-Анджелеса, с которыми он проучился целый год, будучи уже 22-летним юношей. Картина считается прототипом жанра молодежной секс-комедии, получившей широкое распространение в 1990-е и 2000-е годы. Это первый фильм такого рода. В 2005 году удостоенный включения в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса, как культурно-исторический и эстетически значимый фильм. Быстрые перемены входят в список 100 самых смешных американских фильмов за 100 лет по версии FAI. Вряд ли мы бы увидели «Под кайфом» и «Смятение» 1993 года, «Клуб завтрак» 1985 года и третий сезон «Очень странных дел», если бы Кроу и компания не нашли бы средств на съемки беспечных времен в Риджмонд Хай, являющиеся олицетворением жанра молодежных комедий начала 80-х годов. Расслабь горловые мышцы. Вот так. Теперь втяни его. Давай потренируйся. Нет-нет, не сжимай так сильно. Фильм «Беспечные времена в Риджмонд Хай». Актеры и роли. Шон Пенн, Джеффри Джефф Спикали, серфер. Дженнифер Джейсон Ли, Стейси Хэмилтон, официантка. Джадж Рейнхолд, Брэд Хэмилтон, брат Стейси, работающий в кафе. Аманда Вис, Лиза, подруга Брэда. Брайан Бейкер, Марк Крис Ратнер, билетер кинотеатра. Роберт Романус, Майк Деймон, друг Ратнера, пораженный ловелас. Фиби Кейтс, Линда Барретт, подруга Стейси. Рэй Уолстон, мистер Хэнд, учитель истории. Скотт Томпсон, Арнольд, работающий в кафе с Брэдом. Винсент Скиавелли, мистер Варгас, учитель биологии. Дэу Браун, Рон Джонсон, соблазнивший Стейси. Форест Уитакер, Чарльз Джефферсон, нападающий школьной сборной по футболу. Это самое важное, Ред. Когда дело доходит до этого, заводи Led Zeppelin, не прогадаешь. Роль в фильме «Беспечные времена Риджмонд Хай» сделала звездой Дженнифер Джейсон Ли и послужила удачной стартовой площадкой для двух обладателей Оскара за лучшую мужскую роль – Шона Пенна и Фореста Уитакера. Выход из бассейна Фиби Кейтс в красном бикини журналом Time был назван одним из самых примечательных появлений бикини в поп-культуре. За время кинопроката фильм заработал $3,25 миллиона против 27 миллионов, который принес его показ по кабельному телевидению в последующие годы. Такая долгоиграющая популярность связана с тем, что фильм на редкость точно запечатлел атмосферу американской старшей школы начала 80-х. Сценарий фильма «Беспечные времена» в Риджмонд Хай вызвал ряд споров, поскольку в нем имелись реальные имена учащихся той школы, где провел год Кэмерон Кроу. Николас Кейдж пробовался на роль Брэда Хэмилтона, но после прослушивания продюсеры посчитали его игру чересчур мрачной для нее, и роль отошла Джаджу Рейнхолду. Видите, что там написано? Нет рубашки башмаков и обеда нет. Верно. Читайте, запоминайте, выполняйте. Известный американский журнал Entertainment Weekly в 2006 году отвел фильму второе место в своем чарте 50 лучших фильмов о школе и старшеклассниках. Во время съемок фильма Шон Пенн настолько вжился в роль, что отзывался только на имя Спикали. Более того, на двери в раздевалку вместо имени актера висела табличка Спикали. Альтернативные, более мягкие версии отдельных сцен были сняты для использования на последующих показах фильма «Беспечные времена Риджмонд Хай» по телевидению. Нэнси Уилсон, будущая супруга автора сценария Кэмерона Кроуа, появляется в камео в качестве женщины в машине позади Брэда, который смеется, видя его пиратский костюм. Режиссером картины мог стать Дэвид Линч, который отклонил предложение, сославшись на то, что сценарий не в его вкусе. Сцены в супермаркете снимались в торговом центре Шерман Уикс Галерея. Он был серьезно поврежден землетрясением 1994 года, а затем в 1998 году полностью перестроен. Мой брат убьет нас. Он убьет нас. Сначала он убьет тебя, потом меня. Совсем заморочил мне голову. Он разозлится или убьет нас? Сначала разозлится,
а потом убьет нас. Фильм «Веселые времена в школе Риджмонд» стал кинодебютом актрисы Ланы Кларксон и Николаса Кейджа. Роль Стейси могла достаться Брук Шилдс, Эллен Баркин и Джоди Фостер, каждая из которых отклонила предложение. Также на нее пробовалась Дайан Лейн. Шону Пенну было предложено подготовиться к обеим ролям Джеффа Спиколи и Брэда Хэмилтона, чтобы позже продюсеры могли сделать лучший выбор. Сцена, в которой Линда учит Стейси технике орального секса, по оригинальной задумке должна была происходить в горячей ванной, а обе девушки быть полностью обнаженными. От этой идеи решили отказаться, посчитав, что фильм рискует получить порнографический рейтинг X. Значительная часть сцен First Time at Regent High была снята в школе Van Nuys High School в одном из предместий Лос-Анджелеса Van Nuys. Талисманом этой школы был волк, что передалось вымышленной школе в фильме. Можешь поискать свой, если хочешь. Нет, не стоит. Это займет слишком много времени. А второй вопрос? Дай мне свой номер телефона. Стейси. Рад познакомиться. Фильм «Беспечные времена» в Риджмонд-Хай. Сюжет. Начало 80-х. Южная Калифорния. Подростки школы Риджмонд-Хай проводят время в новеньком торговом центре. Думают о деньгах и сексе. Постоянно развлекаются, мечтают преуспеть в жизни и решить свои проблемы. Перешагнув порог 15-летия, Стейси, Дженнифер Джейсон Ли, устраивается работать в кафе на верхнем этаже крупного торгового центра и при поддержке более опытной подруги пытается обзавестись бойфрендом. А девушке вздыхает Марк, Брайк Бейкер, билетер из кинотеатра, расположенного напротив. Устав от его патологической нерешительности, Стейси пытается сблизиться с Дэймоном, Роберт Романус, самоуверенным напарником Марка по работе в кинотеатре и его советчиком в амурных делах. После мимолетного свидания с ним она обнаруживает, что залетела. Через несколько недель Стейси сделала аборт. Параллельно показаны многие забавные эпизоды из жизни других старшеклассников, в том числе злоключения с работой, которые выпадают на долю старшего брата Стейси Брэда, Джадж Рейнхолд, и затяжной конфликт незадачливого серфера Спиколи, Шон Пенн, с чопорным преподавателем истории Рэй Уолстон. Почему бы нам немного не подкрепиться в наше общее время? Вы абсолютно правы, мистер Спиколли. Но это мой класс. Не стесняйтесь, берите куски побольше. Фильм «Хэкерлинг. Беспечные времена Риджмонд-Хай» 1982 года стал в какой-то степени революционным, так как показал совершенно новый тип тинейджера – будущее япи. Школьники проводят время в молах, постепенно появляется культ потребления, их интересуют секс и деньги, подростковая беременность становится обычным делом, карьера превыше всего и все такое прочее. Еще одной удачей фильма является сильный каст. В то время никто и не подозревал, что многие выпускники школы Риджмонд-Хай станут невероятно популярными актерами. Молодой Шон Пенн отлично сыграл глуповатого серфера в Спиколе. Дженнифер Джейсон Ли играет юную Стейси, которая не очень везет с парнями. Джадж Рейнхолд еще совсем юн и не представляет, что вскоре снимется во франшизе «Полицейский из Беверли-Хиллз» компании с Эдди Мерфи. В эпизодах можно встретить 17-летнего Николаса Копполу, потом он станет Кейджем, Фореста Уитакера, Эрика Стольца и других хороших актеров. Лишь спустя годы можно увидеть, как Эми Хэкерлинг и Кэмерон Кроу открыли ящик Пандоры, впервые заявив о подростковых проблемах, показанных с большой долей иронии: секс, беременность, наркотики, отношения с учителями и родителями. Рекомендовано к просмотру детям. Вот только не подпускайте к экранам своих родителей, а то они не поймут, что творилось в беспечные времена в Риджмонд-Хай. Я рада, что ты подошел. Я принесла свой снимок и хочу отдать его тебе, чтобы ты не забыл позвонить мне летом. Не знаю, мы собирались уехать на лето, поэтому я позвоню тебе как-нибудь.